Друзья, наконец-то мы добрались до финала лимитки «Бэтмен. Первый рыцарь». Мнение будет в конце, а сейчас давайте перейдем непосредственно к истории. Меня зовут Мортом. Приятного просмотра. Выпуск начинается с доклада подручных пока еще неизвестного нам злодея, кукловода, скажем так, о событиях минувших. Джонни Хлыст был подстрелен лично комиссаром Гордоном. Он жив, и сейчас его везут в ближайший госпиталь. Джонни, судя по их радийному диалогу, прекрасно понимал, что с ним точно что-то случится, поэтому заранее предупредил своих, мол, если что, дайте голос узнать, что почем. По итогу это приводит к двум новым распоряжениям. Во-первых, однозначно нужно сменить дислокацию убежища, а во-вторых, объявляется общий сбор, так как действовать нужно немедленно, пока Джонни не заговорил и не сорвал всю операцию. Мы возвращаемся к Брюсу. «Я помню утро, когда ты сказал, что больше никогда не выйдешь на охоту, отец. Всю ночь ты провел в операционной. А все из-за перестрелки между полицией и гангстерами, что закончилось жертвами среди случайных свидетелей. Ты до ужаса был потрясен тем, какие ужасные раны оставляют пули. Ты сказал, что ты не хочешь брать на себя ответственность за подобные увечья, пусть то будет животное или же человек, более никогда». И в этот момент в комнату заходит Джулия. А Брюс так-то и без маски. Естественно, она шокирована. Ты носишь... Господи, неужели это значит, что мне нужны более надежные замки? Безусловно. Ты мне нравишься, Джулия. Но ты должна знать, что я не фанат таких незапланированных встреч. Вот это вот его манера общаться, абсолютно не нравится мисс Мэдисон, и она так-то права. Он одет вот так, и это единственное, что он может ответить. Впрочем, Джулия быстро отходит от шока, и для нее теперь все встало на свои места. Все эти статьи, все его раны, ожоги и прочее теперь абсолютно понятны. «Ты не должна была знать, никто не должен», — отвечает ей Брюс, держа в руках пистолет. Вся совокупность фактов по итогу пугает мисс Мэдисон. Сам Брюс даже внушает ей страх. Но все быстро сводится на нет. Он извиняется и кладет оружие. «Брюс, я должна спросить, ты в порядке? Ты изолировался в этом доме? Ты не занимаешься уборкой, ни на йоту не задумываешься об этом, даже не включаешь свет. Это словно гробница». «Я предпочту тратить свое время на чистку Готэма. Как Бэтмен?» И как бы что взять с человека с тяжелейшей психологической травмой? Джули негодует, мол, серьезно? Вот ты выходишь в город в одиночестве и караешь всех? Убиваешь? Вот это твое решение всех проблем. Но Брюс, соблюдая запредельный уровень спокойствия, хотя ему и переживать не о чем, просто объясняет, что нет, оружие — это идея комиссара Гордона, чтобы уравнять шансы, чтобы не позволить себя убить. Так или иначе, сейчас весьма решающий момент для его персоны, так как если он перейдет эту черту, то, как мы знаем, он уже ничем не будет отличаться от тех, с кем он борется. Всю ситуацию, как ни странно, спасает Джулия. Она весьма эмпатична. Признается, что пусть и слабо может представить, что Брюс испытал, будучи ребенком, когда родители убили прямо у него на глазах, но теперь точно понимает, почему он затеял всю эту авантюру. И хочет убедиться, что Бэтмен — это справедливость, а не возмездие. Потому что этот пистолет, он совсем о другом. Я всего лишь хочу, чтобы такие вещи не происходили с кем бы то ни было. И это совпадает с мыслями Джули, которая, по итогу, целует Брюса. Хорошая страница, комментировать я ее не буду, оставлю вот этот фрейм на какое-то время. Пусть будет. Но поутру
Джули проснулась одна. Прикрывшись плащом Бэтмена, она идет на поиски Брюса, чтобы попрощаться, так как ей нужно уезжать на съемки. Заметив в окне, что в здании напротив горит свет, мисс Мэдисон сразу же направляется туда. И, наверное, все-таки зря. Не лучшее из зрелищ с утра. Брюс стоит у стола, на котором он препарирует одного из монстров. Да, это труп. Доброе утро. У горелки есть кофе, только что приготовил. Это поможет с запахом. Во всем этом у Джули только один вопрос. Так что, получается, что его аутопсиит, мастер? И, как оказывается, да. Книги Томаса Уэйна, со слов самого Брюса, очень даже помогли ему в освоении этого нелегкого дела. Но, так или иначе, важно здесь совсем другое. Джули, сама того не осознавая, сделала последний толчок Брюса к действиям. Не то чтобы он не старался и ничего не делал ранее, но, видимо, какой-то пинок все-таки был нужен. Рядом же нет старого дворецкого с нравоучениями. Здесь же Брюс, как и Джули, так и нам, читателям, еще раз проговаривает обстановку дела. Труп пришлось забрать из морга и искать улики и зацепки самостоятельно, потому что полиция Готэма весьма коррумпирована и несостоятельна, особенно в ответах на вопросы, которые именно сейчас повисли в воздухе, как дамоклов меч. Городу угрожает некий голос, который надеется взять Готэм-Сити под свой контроль, убивая политиков и гражданских лидеров. Как он это делает? Руками своих монстров, которые, по факту, должны быть нормальными людьми. Должны быть нормальными, задает резонный вопрос Джули, на что и у Брюса такой же резон простой ответ. Это бывшие преступники, приговоренные к смертной казни и вернувшиеся к жизни в таком уродливом облике. По теории Брюса, они возвращаются только потому, что после электрического стула они буквально на волоске от смерти, а после их восстанавливают и улучшают с помощью некой химической формулы. Да и к тому же остановить их весьма просто, даже если в них не стрелять, то, судя по признакам разложения, за недельку-другую они просто помрут. Но кто в этом замешан? Ответы надо искать в тюрьме Блэкгейт, а в частности в их лаборатории. Джули очень переживает за Брюса, конечно же, но он ее успокаивает. Знаешь, может, я и не могу носить пистолет, но у меня будет оружие. Переносимся к комиссару Гордону. Дебессо и Шелби посещают госпиталь, потому что, по слухам, сюда доставили небезызвестного Джонни Хлыста. Гордон не скрывает, да, он здесь, и к нему представлена вооруженная охрана. Дебессо и Шелби этот ход одобряют, потому что, действительно, расколов этого негодяя, можно узнать очень много полезной информации для дела. Дебессо же начинает как-то допытываться до Гордона, мол, с чего ты вообще решил, что это не Джонни Хлыст, а кто-то другой? Почему это не может быть просто какая-то группировка бедолаг, что наводит хаос в городе и ничего более? И опять же, Гордон отвечает напрямую. Наша полиция работает хорошо, Дебессо. Он зовет себя голосом. Уверен, что именно он держит руку у готэмского горла. Понятия не имею, кто он, но уверен, что Хлыст все расскажет. Хотя сам Джонни находится в весьма плачевном состоянии. Джимми, он чё-то плоховат. Ты уверен, что эта птичка доживет до момента, когда сможет петь? С правильным предложением, да. Пожизненно или электрический стул – его выбор. И чё, сработает? Еще не подводила. И в один момент всех отвлекает голос. Что же, каков сюрприз, вся элита правоохранительных органов здесь, в госпитале. По какому случаю праздник? Надеюсь, что не очередной побег туберкулезников из Блэкгейт. Шелби весьма настороженно относится к Уэйну, но Гордон заверяет, он друг, ему можно доверять. «Брюс, что привело тебя сюда?» «Ох, боюсь, плечо повредил. Последствия от встречи с одной очень прыткой, весьма любвеобильной юной особой. Охрана? Что вы тут прячете, Гитлера или...» И Шелби тут же становится, как говорится, на дыбы. «Как я и сказал ранее, это официальное расследование. Попридержи коней, плейбой». «Ладушки.
Если главный хочет, чтобы мы с ним встретились позже, чтобы поговорить про спонсирование расширения здания, то я оставлю вас с вашими делишками официальными. Хорошего дня. Слушай, Шелби, вот тебе совет. Если ты хочешь как-то податься в политику, то благосклонность Уэйна тебе точно будет нужна. Шелби, конечно же, плевать на одобрение Брюса и уж тем более на мнение Гордона. Все, что его волнует, это Джонни, а в частности то, что он явно знает крайне много. Поэтому Гордону следует позаботиться о защите получше. Ведь уже совсем скоро за ним явно кто-то придет, чтобы заставить его замолчать. Съемочная площадка. Между Мартином и Джулией небольшой диалог, в котором чего-то важного, на мой взгляд, мы не узнаем. Он просто подмечает, что Джулия опаздывает, это явно из-за ее визита к Брюсу Уэйну, их спонсору. Мартин опасается, что это подорвет их прикрытие, скажем так, но Джулия его успокаивает, говоря, что все будет чудесно. Ну а я тем временем хочу напомнить, что они для промоутирования своего фильма создали вот эту историю с романом между ними. Гордон и Бэтмен. Брюс, забравшись опять через окно, приносит Джиму синтезированный газ, который ускоряет этап разложения этих монстров. Весьма полезное орудие. Через окно же Бэтмен опять исчезает. Конечно, выдержка у Брюса железная. Тупо ради принципа забираться с 2 газовыми баллонами на условно уровень 3-го или 4-го этажа — это очень сильно. И что самое интересное, мы, конечно, не знаем плотности вот этого газа, да, который находится в этих баллонах. Но это так, лирическое отступление. Давайте вернемся к комиксу. Тем временем в госпитале события принимают свой ожидаемый оборот. За Джонни приходит один из монстров. Он забирает его вместе с кислородными баллонами. Полицейские слышат что-то неладное и, зайдя в палату, видят, что все, Джонни пропал. Из окна один из копов отчетливо видит, как хлыста уносят, но он ничего не предпринимает. Тем временем подручные голоса отчитываются перед ним. «Мы забрали его, босс! Джонни у нас!» «Отлично, Салли, в лабораторию его. Дайте мне 90 минут, чтобы добраться до вас, и тогда я освобожу всех. Когда завтра взойдет солнце, город будет наш». В Готэме же подступил туман, весьма непроглядный. Брюс настигает подручных голоса, которые выдвигаются в лабораторию, надеясь, что туман поможет им избавиться от копов. Удивительно, насколько тихо Бэтмен вообще приземлился на крышу машины, что его даже не заметили. Синагога на Робинсон-парк. У Раввина Коэна, кажется, проблемы. Шалом, друзья. Боюсь, что когда вы услышите новости, то они явно не будут хорошими. Тебе надо было сбежать из своего курятника, пока шанс был. Теперь проблем не избежать. Сегодня Готэм будет гореть. И люди... И буквально перед тем, как должно было произойти что-то плохое, позади преступников слышен выстрел. Что, умрут? И это Макси, давший обещание Бэтмену, что приглядит за синагогой и раввином в частности, чтобы его бизнес не потерял тот статус-кво, который есть сейчас. И впоследствии раввин Коэн узнает своего спасителя. Брат Макси, как оказалось, посещает синагогу. Маше, а именно так зовут Макси, это подтверждает. И в этот момент раздается взрыв. На съемочной площадке все идет гладко. Туман, к примеру, и мне мешает, а наоборот, придает какой-то приятный эффект. Всю съемочную команду отвлекает взрыв. Взгляд камеры сразу же устремляется к эпицентру событий. Как можем заметить, по последнему фрейму взрывов несколько. Тем временем машины, на которой двигались подручные голоса, достигают точки назначения, и это тюрьма Блэкгейт. Там же Дебеса сообщает Шелби, что кабинет мэра, особняк губернатора и полицейские участки подорваны. Весьма напряженная ситуация. Шелби понимает, что вот он, его шанс, так как это сможет остудить пыл готэмской элиты и откроет путь к новым решениям.
Со смертью наших политических лидеров нужно будет восстанавливать порядок. Я останусь последним законодворцем, что приведет меня к креслу мэра. Дебессо лишь поддакивает, мол, да, надеюсь, это будет прямо вот так, как вы говорите, да. Шелби же предлагает ему стать правой рукой мэра, но все эти влажные рассуждения прерывает один вопрос. Ты взорвал половину города лишь для того, чтобы стать мэром? Шелби напуган. Он не понимает, откуда голос, который вроде бы и рядом, а вроде бы и нигде. А почему напуган? Да потому что он только что практически признался в совершении преступления. Ты виновен, признай. Дебессо направляет прожектор на возможный источник звука наверх. И перед ними оказывается Бэтмен. You are? Yeah. I'm man. Шелби начинает истерично стрелять, потому что он не хочет, чтобы какой-то придурок в маске засадил его за дичайшее обвинение. Брюс не церемонится. Он буквально одной правой расправляется с Шелби, попутно обвиняя его в произошедшем. Ты здесь главный. Ты управлял казнью на электрическом стуле и опускал рычаг за несколько секунд до смерти обвиненных, оставляя их в живых. Однако Шелби все равно настаивает на том, что он невиновен. Если не он, то кто? И единственный оставшийся вариант – Дебессо. Тем временем в лаборатории происходит то, что нам уже понятно. Капитан Дебессо напрямую проговаривает. «Идиоты, за вами была слежка, вы привели сюда этого линчевателя. Его зовут Бэтмен. Он знает, что я — голос». После чего он просит положить Джонни на стол, так как времени осталось мало, но все еще достаточно, чтобы обратить его в монструозное существо. И капитан вводит ему внутривенно-химический раствор, попутно объясняя свою мотивацию. Война грядет, похуже, чем Первая мировая. Города будут стерты с лица земли, но мы должны быть изолированы, чтобы этого избежать. Я буду править городом стальной хваткой. Островок разума, что вдохновит других следовать за нашей идеей. Тем временем у Джонни происходят ужасающие метаморфозы. Отлично сыграно, Дебессо. Управлял всем из теней, чтобы никто не смог понять, что это ты за всем стоишь. Прятаться за радийной рубкой и своим боссом, сделав того главным подозреваемым. Но наконец-то пришло время заглушить голос. Ну вы поняли, да? Он же голос, да? Там надо его заглушить, все дела. Прописав Дебессо смачной с ноги, попутно назвав того симпом, что любит сапожки целовать, и заодно защитившись от второго преступника, Брюс попадает в лапы новоиспеченного пирожочка в лице Джонни Хлыста. И, казалось бы, ситуация хуже быть не может, но капитан даже из Брюса хочет сделать своего безмозглого подручного. Но благо, ему это не удается. Да, Дебессо опять получает сапогом по лицу. А Готэм горит. Монструозная армия голоса вышла на охоту. Они ходят повсюду, поджигают все, что видят, а Гордон, будто стимпанк-версия охотников за привидениями, ходит и пытается их остановить, попутно спасая людей от пожара. И вот, испробовав впервые средство, полученное от Бэтмена, Гордон понимает, что в его руках не просто оружие, а настоящий подарок. Как подмечает коп, подарок от ангела, что спустился с небес в тяжкие времена. «Да, ангел», — говорит Джим, — «только носит черное». Брюс же находится на грани. Монструозный Джонни Хлыст душит Бэтмена, а Дебессо тем временем уезжает к зданию суда. Казалось бы, что все потеряно, но есть буквально один шанс. И ему удается распылить газ прямо в лицо Джонни. Баллоном пустым. Он метко пробивает челюсть другому негодяю. «Ты еще не победил. Кнут разорвет твою мерзкую рожу». Взяв пулемет Томпсона, Бэтмен говорит: «Он может попытаться, но он умирает». И мы видим, как Джонни
просто постепенно разлагается. Покинув здание Блэкгейт, Брюс видит, что весь город в огне. Черт возьми. Переносимся к Равину. Коэн ищет возможность хоть как-то остановить огонь, так как если они ничего не предпримут, то синагоге конец. Этого он допустить не может. Моше этого и боялся. Ему все это очень сильно напоминает события «Хрустальной ночи», где, как оказалось, он был. Краткая историческая справка. «Хрустальная ночь» или же «Ночь разбитых витрин». Волна антиеврейских погромов, прошедших в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года и охвативших всю Германию, аннексированную Австрию и Судетскую область Чехословакии, незадолго до этого оккупированную германскими войсками. Событие получило свое название от осколков стекла, покрывших улицы Германии и положивших начало погрому. Это были осколки разбитых окон синагог, домов, магазинов и частных учреждений, принадлежавших евреям, разворованных и разрушенных во время этого насилия. Возвращаемся к комиксу. Слушайте, лоботрясы, капитан Дебесса хочет вам что-то сказать. Ваш мэр, комиссар и силы полиции сдались или же мертвы. Я могу восстановить порядок, который так желаете, но вы должны признать, что Готэм мой, и вы все будете отвечать передо мной. Естественно, люди сразу дают отпор этому наглецу, ведь один человек не может править целым городом. Никто не может. И в момент, когда ситуация может очень сильно ухудшиться, пролетает кукурузник, с которого сбрасываются снаряды, распыляющие газ. Буквально в момент все монстры постепенно начинают задыхаться и потихоньку погибают. Самолет же возвращается на второй круг, и в этот момент эффектно так Бэтмен выпрыгивает из кабины, а кукурузник врезается в соседнее здание. Умеет же появиться. Съемочная группа и обычные горожане наблюдают за Бэтменом воочию. Впервые огромная группа людей вот так открыто видит его своими глазами. Легенды стали явью. Тем временем Гордон с полицейским отрядом берет под контроль всю ситуацию. Дебесса же в шоке. Мои солдаты, они разлагаются. Это место небезопасно, босс. Пойдемте. В тумане можно спрятаться. Джим же, убедившись, что жители будут в порядке, выдвигается на поиски Дебессо, но первым капитана находит Бэтмен. Брюс сбивает старика с ног, но он оказывается крепким орешком. Чуть обменявшись ударами, капитан говорит, что ему в целом-то плевать, что дальше произойдет. Но за решетку он не попадет. Дебесса, ты не просидишь за решеткой долго, ты убийца. За это полагается электрический стул. И, казалось бы, прямой правый ставит жирную такую точку во всей этой истории, однако капитан и поджариваться не намерен. Достав остатки сыворотки, он надеется, что Бэтмен станет его прислужником, будучи монстром, и в попытке вколоть вещество, капитан сам становится жертвой своих методов. За все те загубленные жизни получает то, что заслужил. Я не могу. Никогда не мечтал. О, ты ублюдок! И так как вокруг распылен газ, то эффект себя не заставляет долго ждать, и Дебесса начинает постепенно разлагаться. На место поспевает Гордон. «Бэтмен? Это ты? Где Дебесса? Если он ушел...» «Нет, он твой. Так или иначе, но пару секунд есть». Джим просто наблюдает за тем, как капитан медленно, но верно умирает. Репортеры окружают комиссара, расспрашивая, что же им писать в газетах-то? Что все это значит для Готэма? Скажите им, что город в безопасности. Готэмский защитник и один из уникальнейших людей, которых я когда-либо встречал, сделал все, чтобы мы оставались сильными. Что уже было раньше,
и будет после. Синагога на Робинсон-парк. Раввин Коэн убирается в полуразрушенном здании. На фоне звучит радио. Спешим анонсировать, что «Где Готэм-Сити» радио возвращается в эфир. Мы получили новость о том, что скоро мэр выйдет с обращением. В условиях развала Европы люди опасаются новой войны. Многие настаивают, что Америка будет вне этих событий, но, по правде говоря, я не удивлюсь, если война уже здесь. В моменте появляется Бэтмен и предлагает раввину свою помощь. Исходя из того, что я слышал, ты уже многое сделал. Я пытался. Ну, газеты все еще настаивают, что ты не человек, а некое существо. Если враги боятся меня, что же? Это сыграет мне на руку. И к другим новостям. Трансатлантическому пассажирскому лайнеру Сент-Луис, на борту которого находится почти 1000 еврейских пассажиров, дали отказ на въезд в США. Теперь он направляется в Антверпен. Несчастные души. Я так боюсь за них. Некоторые делают все возможное, чтобы люди эмигрировали сюда настолько быстро и безопасно, насколько это возможно. Насколько я понимаю, Брюс Уэйн один из них. Даже гарантирует работу. Спасибо. Впрочем, на этом история в любом случае заканчивается. Далее в их диалоге мы слышим, что Брюс убежден, что покой, как он есть, всегда будет его избегать. А раввин же предлагает Брюсу иногда останавливаться. Просто посидеть, порефлексировать, заглянуть на ужин к нему. Но Бэтмен убеждает его, что это все точно не для него. И в завершении вот такой вот чудесный кадр. Далее пойдет субъективщина. Что же по итогу можно будет сказать об этой истории? Начну с того, что мои теории пошли коту под хвост, и это даже очень хорошо. Никаких вампиров, таинственных сущностей, ничего этого нет. Мне кажется, мы все уже устали от подобного тропа. Вывернули, конечно, все так, как и можно было бы предположить, но без сильных усложнений и наслоений. История, как по мне, вышла достойная, она заслуживает внимания, но она весьма простая. Наверное, это то, что нам было и нужно сейчас. Свое мнение можете оставить в комментариях под этим видео. Обязательно следи за анонсами, а еще лучше подписывайся на канал, и включай уведомления. Есть группа во ВКонтакте, где я дублирую видео, и телеграм-канал, где я также дублирую видео и периодически пишу всякие новости. Выбирай удобный способ отслеживать новости канала и подписывайся, если в этом есть необходимость. Также канал можно поддержать через Donation Alerts и Boosty, перейдя по QR-коду слева или справа. Все ссылки также будут в описании и в закрепленном комментарии. Отдельное спасибо хочется сказать пользователю Дашечка за поддержку канала на Boosty. Спасибо за просмотр, мой дорогой друг. Пока-пока.